Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне OnePlus Nord 3 SE или SE 3, кому как удобно. Разумеется, я сравню его по ходу пьесы с Samsung A35. Почему? Потому что они позиционируются плюс-минус одинаково. И мне интересно, в чем они разные по камере. И да, я знаю, на что похож OnePlus. Я вам спойлерну. Разумеется, я купил 3 разных смартфона. И выглядит, во всяком случае, один из них прям Ctrl-C, Ctrl-V, как этот OnePlus Nord SE 3. Здесь есть 3 и 7 бенд для 4G. Здесь у нас 120 Гц экрана, помимо этого экран плоский, тач мне понравился, больше 700 тысяч баллов в Antutu он выбивает. Пиковая яркость 1400 люксов, и это прям вау. Обычная максимальная яркость 800 люксов. О его суперспособностях: у него гибридный слот под карты памяти, либо сим-карту, и это хорошо. Плохо, что гибридный, но хорошо, что карту памяти сюда запихать можно. Он не сбрасывает яркость в играх. У него очень хороший вибро для этой ценовой категории. И он является бюджетником. Бюджетником в долларовом эквиваленте или средним бюджетом, кому как нравится. $200 на распродажу, он был 210-220. Я считаю, что все-таки это бюджет. Понятно, что если мы по одному курсу считаем мая 22, то это там 13 тысяч рублей, сейчас по-другому. Но вот так. Потому что железки продаются, напоминаю, в долларах. Чем он хорош? У него есть съемка 4К 30 FPS на основной модуль, у него есть ультраширик, он делает довольно неплохие фотографии. Он в целом показал себя очень хорошо на прожарке. Посмотрите на Польза стримы. Да, 90 FPS в PUBG New State он не держит, но в целом смарт достойный. Другой вопрос, что он мало чем отличается от одного из смартов Oppo, но он интересный. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в коробке черного цвета с яркой надписью и логотипом компании в углу коробки. В комплект входит краткое руководство пользователя, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, мягкий силиконовый чехол голубого цвета, адаптер питания на 80 Вт. Странно, что они его не во всех флагманах кладут. Вот такие вот OnePlus. Фирменный кабель для зарядки с USB-A на Type-C с поддержкой USB версии 2.0, ключ для извлечения гибридного слота под 2 нано-сим-карты и microSD с возможностью расширить память до 1 терабайта. Габариты SE 3 составляют 162 на 75 на 10,2 мм вместе с блоком камер и 8 мм без блока камер, а вес равен 187 граммов. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Условия просты. Подписывайтесь на канал с колоколом, оставляете любой комментарий больше 5 слов и оставляете имя свое в Телеграме, через которое вас можно найти, либо в этом комментарии, либо в описании своего канала. Подписывайтесь на телегу скидок, и все, вы автоматически в розыгрыше. Если вы победите, я вам напишу. Разумеется, подписки на YouTube надо будет открыть. Все розыгрыши в конце месяца на стриме. Перейдем же к смартфону. Поставляется OnePlus Nord SE 3 в голубой и серой расцветке. Внешне выглядит смартфон отлично. Тыльная часть выполнена из пластика, как и сама рамка. Качество материалов хорошее, как и сборка. В руке смартфон лежит достаточно комфортно из-за эргономики и веса. Ну, разумеется, он пластиковый, ощущается как пластик. Но, с другой стороны, легкий, прочный, все равно будете носить в чехле. Из рук, к слову, не выскальзывал у меня. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, и люфта у кнопок я не обнаружил, практически его нет. Далее есть разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны, разъем под гибридные слоты, капорты и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Звук стерео неплохого качества, приличный перекос по громкости между динамиками есть. Вибромотор линейный по оси X с поддержкой 4D вибрации для игр лично мне понравился. В этой ценовой категории прям отличненький. Мини-джека нет, за что отдельный минус. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей. Экран защищен закаленным стеклом, рамки у экрана слегка заметны, вырез под фронтальную камеру стандартный. Соотношение экрана к корпусу 88,2%, цветовой охват 100% DCI-P3, плотность пикселей 394 ppi, максимально заявленная яркость 950 нит. По моим замерам на 100% яркости экран выдает 860 люксов, автоматическая регулировка яркости работает хорошо, технология HDR10+ имеется, частота обновления экрана до 120 Гц, шим не космический, все видите на экране. PWM затемнение до 2160 Гц, результаты
теста на частоту дискретизации касания вы видите на экране. Экран откликается на 10 касаний одновременно. По поводу шума выше 15% он у меня не поднимался. Полноценный Always On дисплей в наличии. Притом хочу отметить, что в данном бюджете у Xiaomi всегда AOD обрезанные. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев иногда глючит. Завести можно до 5 отпечатков пальцев, один и тот же отпечаток пальца завести нельзя. Распознавание лица срабатывает стабильно хорошо, а внести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор здесь установлен Qualcomm Snapdragon 782G с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,7 ГГц, графический процессор Adreno 642, интерфейс Origin OS 13 версии .1 на базе Android 13 версии. К сожалению, обновление 14 версии еще не прилетало, но OnePlus в этой модели обещают 2 обновления Android и 3 года обновлений безопасности. То есть 14 и 15 прилетит. Оперативная память LPDDR4X на 12 ГБ, внутренняя память UFS 3.1 на 256 ГБ. Я встретил в продаже только конфигурацию 12 на 256, но также, по всей видимости, есть конфигурация 8128, где-то, непонятно. OnePlus Nord SE 3 поддерживает Wi-Fi 6 версии, 5G сети, 4G сети и ниже. Для 4G сетей очень странно, есть 7 и 3 бенда, а 20 не завезли. Но, опять же, по мнению моих подписчиков, кто не покупает смартфоны в Китае, говорят, что 20 бенд ни у кого ни на что не влияет. Напишите, может быть, у кого-то есть история, когда был 3 и 7 бенд, а 20 не было. Были глюки по сети, а у какого-то смартфона с 20 бендом не было. Вдруг вы заметили. Поддержка eSIM, разумеется, отсутствует. И напоминаю, что OnePlus и Nord есть только в глобалке. Очень странно, что там 20 бенда нет. Датчик приближения работает исправно. Запись разговора в стоке без уведомления собеседника о начале записи отсутствует. Bluetooth версии 5.2. Список кодеков большой, вы видите его на экране. SE 3 поддерживает NFC, MirPay встает. Спокойно оплачиваете покупки смартфоном через NFC модуль. GPS-тест показывает стандартную точность до 3 метров, ловит очень быстро, что стандартно для Qualcomm. Емкость аккумулятора 5000 мАч. PC-марки смартфон выдал очень крутые 7 часов 13 минут, притом он был в режиме производительности на максимальной яркости, которую он не сбрасывал, и максимальной герцовке экрана. Work Performance скромные 10 тысяч баллов, я бы сказал ультра скромные. Смартфон поддерживает максимальную мощность зарядки до 80 Вт, заряжается от 0 до сотки от родного адаптера питания в среднем за 34-35 минут, и это прям очень круто, но еще круче то, что он за 16 минут у меня стабильно заряжался до 50% от нуля и до 90% за 30 минут. За час просмотра роликов на YouTube у меня в среднем уходит 3-4% заряда, в играх в час уходит, внимание, может уходить 12%, допустим, в PUBG New State, в котором он, разумеется, даже 60 FPS не держит. Посмотрите на YouTube польза стримы, там мы его гоняли 2 с лишним часа. И в Genshin он поедает примерно 30% заряда, тоже 60 FPS он, разумеется, не держит, но яркость он не сбрасывал, и играть было комфортно. Долго играть вы не сможете, все-таки как игровое устройство я бы выбрал другое даже за эти деньги. Спойлер, Poco X6 Pro. Но в целом очень круто. Перейдем к тестам. Результат прогонки в тротлинг-тесте вы видите на экране. Тест я проводил на 100 потоках. В Geekbench 6 в сингл-коре 1063, в мультикоре 2850. 3D Mark показал Wildlife Extreme 814, Wildlife Extreme Stress Test 810, Wildlife 2860, Wildlife Stress Test 2865, Slingshot Extreme 5716, Slingshot 6964. Antutu выдал результат в 644 тысячи попугаев, и Storage Test показал 66 тысяч. Результаты стресс-теста далеко не идеальные, все видите сами. Ну и супер плохими их не назвать. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и отдельно расположенной LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX 890 на 50 мегапикселей с апертурой 1.8 и оптостабом. Максимальное разрешение для съемки видео с основного сенсора 4К 30 FPS. Далее сверхширик. Сенсор Sony IMX 355 на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов. Цифровой стабилизации апертурой 2.2. Последний сенсор — это макросенсор на 2 мегапикселя. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей, оснащен он цифровой стабилизацией и имеет апертуру в 2,4. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. Короткие примеры, как всегда, вы сейчас увидите. Ну что же, А35 против OnePlus. Почему-то не еду. В лифте. Максимальное разрешение для съемки у OnePlus 4К. И фронталка 1080p, что на одном, что на втором смартфоне. Можно сказать, одинаково плохо, но я скажу, посмотрите расстояние. На одном расстоянии смартфоны, какое фокусное расстояние у каждых
из камер. Ну что, 4К 30 FPS, 2 смарта. И вот так сможете снимать днем различные объекты. Можно уходить в тень, допустим. Можно искать зеркало. По стабилизации сами решайте, что лучше, что хуже. Ну что, вы ощущаете разницу в стоимости по съемке? Ну, кстати, я не могу сейчас вам откровенно сказать, кто лучше. Почему? Все довольно просто. Потому что надо будет все это делать, смотреть уже потом на компьютере. Каждый раз, когда я не на компьютере оцениваю видео, получается какая-то лабутень. Вот сейчас я, допустим, ближе к тому, чтобы сказать, OnePlus круче. Ну и он обычным своим основным модулем, мне кажется, имеет меньший эквивалент. Больше градусов, видите, захватывает, чем тот же Samsung. Но по стабилизации плюс-минус все одинаково плохо. Либо я чего-то не понимаю. Но это не важно, потому что мы сейчас зумы сравним. И X10, X10. Притом зум у Самса однозначно больше. Что так странно. Ну, X10 относительно его эквивалента, с другой стороны. Так, и вот так примерно вы сможете снимать на основные модули, если супер плавно. Я веду с двух рук. Так, ультраширики у них способны снимать исключительно только в 1080p 30 fps, что в принципе не удивительно. И вот так вы сможете снимать на эти два смартфона. Я вижу на OnePlus, кстати, при движении какие-то лютые искажения на здании. Вот там. Либо как шумы. Вот смотрите, я двигаю, он еще и подтормаживает. То есть у меня OnePlus сейчас при съемке на ультраширик подтормаживает. Картинка отделяется. И по зумам фронталка у Samsung 4К 30 FPS, у OnePlus 1080p. И вот так вы сможете себя снимать. Кстати, цвета абсолютно не соответствуют у Samsung, у OnePlus соответствуют. Но во всем остальном, разумеется, мне кажется, OnePlus проигрывает. Хотя, опять же, все, как говорится, относительно, и вам решать. 4К 30 FPS ночных. Вот так сможете снимать. Ага, тут сразу видно, кто как со светом работает, да? Ну что же, самое интересное, 4К 30 FPS, 60 FPS здесь отсутствует на обоих смартфонах. Напоминаю, что почти на 20% Samsung дороже. Хотя, с другой стороны, сегодня я выгружал за 27 тысяч рублей на Samsung A55 на Яме ссылку в телегу скидок. Так что мы теперь можем ориентироваться, что за 27 тысяч рублей можно следующее поколение, в принципе, Samsung взять, а не вот этот вот из разряда A35. Ну, А35 мне вышел дороже даже, чем вот этот. И чем А55 по 27. Но, как говорится, ловите скидки. Вот так примерно в сравнении вы сможете снимать. Здесь у нас скоро будет опять водичка. Но пока мы можем поснимать что-то против солнца. И это очень даже классно. Стараюсь вести плавно. Вот сейчас я, когда включил 1080p 60 fps на OnePlus, он думал где-то секунды 4. Перед тем, как поймал фокус и перед тем, как я включил, в принципе, запись. Вот так в 1080p вы сможете снимать. Вот так он сможет фокусироваться на каких-то объектах. И ну вот здесь, мне кажется, уже прям видно лидера. Я думаю, что вряд ли вы будете со мной спорить. Притом прям конкретно видно. На А35 обзор будет не скоро, но для сравнения вот эти А55 и А35 я оставлю, потому что с довольно слабеньким железом мы получаем довольно крутую картинку по мне. Разумеется, особенно в фото, но и в видео очень даже ничего. Не накидываю, очень часто мое мнение не совпадает с мнением зрителей. Можете написать: Саня, я здесь вижу, как Samsung сливает. И я с вами в каких-то моментах соглашусь, когда вы это дело не аргументируете. Правильно? И иксы
максимум x10 на самсе, x10 вот так, и максимум x10 на OnePlus. Не все так однозначно, да? 4К 30 FPS на самсе и 1080p на OnePlus. Ну, напишите мне, что я уже достал вас с подобными сравнениями в видео, потому что в них-то ты ничего не попишешь. Про фотографии можно что угодно петь. Фотки я обязательно сравню для вас, но лучше скачивайте в исходниках и смотрите на своих мониках, или уж крайний случай на своих телефонах, потому что я обращаю внимание на одни вещи, вам важны будут другие, и так очень часто. 4К 30 FPS, и это шоу дронов. Съемка с двух рук, ну и параллельно вы видите Сунган. Как все катаются и стреляют друг в друга. Тайский Новый год с пушек. И вон там у нас дроны. Давайте иксы поставлю. Как-то они не двигаются особо. Нет, двигаются. Это X3. X3. Судья магическим образом пропустил всю эту тему с дронами. Ну ладно. Но зато вы увидите последствия Сунгана. Это когда ты едешь и тебя пытаются сбить водой. И еще мажут, как я думаю, вы уже из нескольких роликов поняли, глиной на лице. Скачивайте Samsung. Ну что же, давайте будем объективны. И вот у нас Samsung. И вроде бы это А35. Ладно, хоть не А15. Но по качеству фронталки, по качеству фото это небо и земля. Да, можно сказать, что сам съел чуть-чуть волос. Но по сравнению с тем, что сделал с ореолом, поеданием части уха и всем остальным OnePlus, ну, Самс молодец. То есть здесь и структура рубашки, и здесь у нас как будто рисованная. В общем, по фронталке сравнивать смысла ноль. Самс уделывает его, как будто это флагман. Ну и всего две фотографии основного модуля. Почему? Я думаю, вы тоже догадываетесь, почему нет смысла сравнивать. Вот у нас основной модуль у OnePlus и основной модуль у Samsung. По деталям у Samsung значительно больше их. По цветам Samsung достаточно намного ближе. По всяким замыливаниям, работой со светом и всем остальным OnePlus рядом не был. И в целом это хорошая фотография у OnePlus, если не смотреть фотографию на Samsung. На Samsung, по мне, вам может казаться, что чуть-чуть все близко, но нет, это разного класса устройства абсолютно. Мне довольно сложно сравнивать эти фотографии, потому что OnePlus, если, конечно же, извращаться ручками и подобным, может быть, и будет рядом, но в автомате однозначно Samsung выигрывает по полной программе. Ну и последнее, что мне хочется сделать, это с вами пройтись по фотографиям. Вот обратите внимание, вроде бы фотография ничего, но вырезает он ужасно по фронталке. Если говорить про основной модуль, она здесь на уровне прям дешевого устройства, и можно долго говорить, что здесь там у меня стабилизатор не отработал нормально, здесь у меня с цветами какая-то беда, здесь со светом он не смог. И каждую фотографию, какую бы я ни брал, вот здесь более-менее удачно, но опять же с светом не все хорошо. Здесь поплыла картинка, я не понимаю, почему шумов такой космос, хотя никуда я не бежал. Здесь у нас более-менее фотография, так же, как и это, мы ее уже смотрели, но в целом, если здесь, разумеется, завалил конкретным образом, это я просто фотографировал. Фронталка то же самое, как мультяшка, вы посмотрите, то есть абсолютно бесполезное фото с точки зрения использования. Здесь зум бесполезен, то же самое. Здесь шумы одни сплошные, хотя света было более чем достаточно. То же самое, очень много всего, и края замылены, непонятно, что вообще с фотографией такое. И алгоритмы вряд ли они довезут, здесь то же самое. Вы можете куски какие-то взять, но основная масса здесь тоже шумы, да, фотография против солнца. Но он не должен так колбаситься. И вам может показаться, что я сейчас разношу устройство в плане фотографии. Нет, обратите внимание, что если вы смотрите это дело все на YouTube, скорее всего, вы делаете это на каком-то носимом устройстве из разряда телефона, и вам кажется, что ну вроде нормально. Но вы только начинаете более-менее там на планшете открывать подобное или еще где-то, и вы начинаете понимать, что здесь плывет все. То есть все в целом плохо. Какие-то моменты есть
хорошие. То есть моменты, в которые можно сказать «вау». Но это одна из 10, из 20 фотографий, и здесь скорее именно дело в моменте, а не дело в том, что хорошо справился сам смартфон. То, как он вырезает, то, как он красит в худшую сторону, то, как работает со светом и с шумами, но это уровень смартфона $150-200. Здесь вы платите за оболочку. Именно про это я и хочу вам сказать. Я мог бы показать вам эту фотографию, сказать, вот, смотрите, какая детализация отличная, чуть-чуть по краям он замылил, цвета почти близкие, но все познается в сравнении. А35 его рвет по полной программе, во всяком случае по фото, и не стоит забывать, что да, там оболочка тормозит. Ну что же, 4К 30 FPS, съемка с основного модуля. И вот так вы можете снимать на этот смартфон, если не будете сравнивать его с Samsung. Такой себе сейчас 1080p 60 FPS попробую поснимать. Ну что же, 1080p 60 FPS. И здесь, конечно, картина получше. Намного лучше. Но опять же ничего идеального я тоже не скажу, что где-то здесь там супер-мега круто. Луну он видит, кстати. И зум максимальный. Пробуем. X10. Ну а сейчас съемка в 1080p, никаких 4К 60 FPS, тот же лифт. И вот так вы сможете себя снимать. Насколько эффектно, эффективно, решать вам. Что же, 4К 30 FPS, съемка с одной руки в движении на байке. Я, наверное, еще посниму в 1080p 60 FPS. Может быть, даже начну извращаться из разряда 2 смартфона в движении с байка, но надо кому-то подсесть на пассажирское, либо кого-то посадить, чтобы вел. Вот так сможете снимать. Насколько плавно, как работа со светом, как стабилизация, камера дышит или нет, я сейчас не вижу, потому что я смотрю все-таки на дорогу. И напоминаю, что ночью в принципе все плохо снимает, а если это как-то более-менее, по вашему мнению, потребно, смотрите все мои обзоры, там во всех я примерно одинаковые условия создаю и решайте для себя. Ну и фронталка 1080p 30 fps в движении на байке. Будьте аккуратны. Так, разумеется, не делайте, но если у вас какая-то появится безумная психологическая потребность поснимать на этот смартфон с вытянутой рукой, будьте аккуратны, вытягивать ее надо будет далеко, чтобы себя снять. Ну и немного съемки в 1080p 60 fps, не в 4К. С одной руки еле-еле ползу, но в целом камера как отрабатывает, вы видите сейчас. 1080p, конечно, поплавнее. Съемка идет. Решать вам. Но повторяю, что видите, даже уже смартфоны по 200 с копейками долларов технически дают довольно неплохую картинку. И снова, насколько она плохая или неплохая, решать, разумеется, вам. Разумеется, видеосъемки подобного устройства не эталон, но фотосъемки они уже показывают довольно хорошие результаты. В принципе, да и видео не так все плохо. Я бы сказал, все хорошо. 1080p 60 fps, перекресток. И вот так сможете снимать перекрестков на перекрестке людей. И движение. Довольно, кстати, плавненько так. Во всяком случае, на экране смартфона выглядит очень прилично. 1080p 60 fps. Хорошо, что я не все время снимаю на камеру, потому что только что передо мной человек в абсолютно невменяемом состоянии, с потока напротив, передо мной повернул направо, резко дал ручку в газ и вдолбился в забор. С ним все хорошо, крови нет. Вообще не понимаю, что сделал, но байк в щи, как говорят, и вещи по всему асфальту. Просто если бы я не притормозил, то стеной был бы я, точнее забором. Вот такие вот темы в Новый год. И еще один лифт. Вроде уже был у него. А может быть и нет. Может быть и да. Но вот так отрабатывает
автофокус, микрофон. И хочу отметить, что он у меня в чехле, притом в чехле заглушечка такая, которую я не отрывал. И, скорее всего, вы ее будете отрезать. Ну, стандартные, помните эти заглушки, как у Xiaomi были? 1080p 60 fps, футблогинг. Чаек. 1080p 60 fps. Надеюсь, все поели перед роликом, да? Или хотя бы кто-то ест. Еда. Вот честно напишите, вот сейчас 4К 30 fps. Кто-то видит разницу, кроме плавности? Ну, то, что в 30 fps у 4К она хуже. Или никто не видит? И поймал кофе. Как многие говорят, плохо, потому что пищевой алюминий накапливается. Но вот так вы сможете снимать в 4К 30 fps на OnePlus данное действо. И по мне очень даже прилично. Но аналогов в эту стоимость много. Поэтому вы и смотрите обзоры, чтобы выбрать, правильно? Слегка экстремальный нагруз кофе в кружку, потому что могу залить себе и стол, и постер. Но вроде справились. Но надеюсь, ты хоть в отличие от Honor не повиснешь. Honor 100 у меня благополучно камера зависла, когда я попытался его подснять. Ага. Впервые за историю канала я все-таки облил подоконник. Не будем дальше заниматься этим банкетом. И вот так примерно вы сможете снимать в 4К 30 fps. Сейчас 1080p 60 fps включу, потому что для дневных съемок 1080p самое то. Ну что, X10 1080p 60 fps, уходим с него и плавненько, вообще все плавненько. Опять же на картинке, но есть ощущение мультяшности картинки, если честно. Есть. С автофокусами что? Сейчас посмотрим. Ну, не все волшебно, но не все плохо. Умеют пилить оболочку. В отличие от Honor 100, который у меня сейчас завис, я все это дело, разумеется, снял в личную телегу. Но этот хотя бы не виснет. Хотя у него и стоимость пониже, наверное, потому что дешевле он, поэтому не виснет. И фронталка, утро, 1080p. По большому счету, если вам нужно выйти и даже против солнца чего-то там продекламировать, и потом кому-то послать, и все это дело будут смотреть не на экране в 65 дюймов, вам любого смарта под $200 от А-бренда хватит для съемки. Но именно от А-бренда. И как всегда еще немного двухоконного режима. Хорошо, что он есть, но зато видно, как ужасно фронталка в нем по сравнению с основным модулем, да? 1080p 60 fps, лифт. Только что снимал на Zenfone 11 Ultra обзор одним кадром. Обязательно посмотрите, кому интересно, как может снимать смарт за 80 тысяч рублей. При том, что он больше игровой, чем не игровой. Хотя меньше игровой, чем ROG Phone 8 и дороже. Ну а OnePlus, повторяю, что за эти деньги, я думаю, меня радует не меньше, чем вас. Но, как говорится, все относительно. Смотрите, резюмирую. И там дальше решайте уже сами, подходит он вам или нет. Минусы: гибридный слот, нет мини-джека, на данный момент нет обновления до 14-го андроида, да и вообще 2 обновления андроида маловато, хотя бы 3 бы сделали. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, ее бы можно было тоже к минусам отнести, но во время распродаж стоит он адекватных денег. В резюмирую я вам расскажу. Поэтому я с радостью делаю на него обзор, потому что своих денег во время сейлов он однозначно стоит. Не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал, там много примеров съемки, там мы общаемся постоянно, и на телеграм-канал взаимопомощи, там 17 тысяч человек друг другу помогают, чем могут в плане выбора железок. Опять же, пользуйтесь поиском. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто. Спасибо вам за просмотр, мне за то, что я это дело купил. Я думаю, продать я его смогу. Хотя я покупал его, барабанная дробь, аж за 27 тысяч рублей во время распродажи вчера. В прямом смысле, во время того, как у меня была прожарка, он стоил 21 тысячу. Плюс там налог будет 150 рублей, если вы в России. И у вас за 21 тысячу что получалось? Получалось смарт с отличной оболочкой на кислороде, пусть только 2 обновления 14-15 андроида, но никаких вам капель в экране, 700 тысяч баллов в Antutu для оболочки более чем хватает, никаких фризов, зависаний, как у Honor 100, я на нем не наблюдал. Если говорить про его какие-то ультра особенности, разумеется, там есть игровые режимы, все эти дела, но
Игровым я его однозначно не назову, потому что он не то, что там 60 FPS гений не тянет, так он и, разумеется, 90 FPS PUBG New State не тянет тоже. Довольно приятные фотографии, супер быстрая зарядка 30 с лишним минут. И к покупке я бы рассматривал его 100%, несмотря на отсутствие 20-го бенда. Почему? Потому что большинство моих подписчиков как раз пишут, что 20-й бенд их никак не напрягает. Может быть, у вас какая-то другая история. Кстати, как вам по съемке? А35, по вашему мнению, по видео был лучше или нет? Я не сравниваю по поводу основного функционала, меню или еще чего-то эти устройства. Я, можно сказать, не супер объективен, я фанат OnePlus. Если у меня спросите вы, и, разумеется, в этом и смысл моего ролика, купить этот смартфон или Poco X6 Pro, я скажу Poco X6 Pro. Почему? Потому что, если вы не собираетесь покупать топовый OnePlus после этого, или субфлагман OnePlus, вам нечего себя раздражать кислородной оболочкой. Она и правда хороша. Потому что вы на нее подсядете, и потом вам нужно будет покупать флагман у OnePlus. А у них этого субфлагманского сегмента только OnePlus 12R или OnePlus Ace 3, который надо будет разблокировать. Хотя, повторяюсь, что мне OnePlus Ace 3 все еще в моем мозгу с учетом разблокировки и возврата средств вышел в 30 тысяч рублей. Сейчас он, не знаю, там 38, а OnePlus 12R вообще за 40 куда-то. Ну, по мне, это супер дорого. Если говорить о Xiaomi, вы, допустим, покупаете Poco X6, X6 Pro, да, там с датчиком приближения мучаетесь и прикидываете, нравится вам этот бренд или нет, привыкайте к оболочке и дальше уходите уже в средний ценовой сегмент. Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14, допустим, и там есть где танцевать. Здесь после этого устройства только, я считаю, либо китайские варианты OnePlus, либо супердорогие. При том, что это дело считать глобалкой можно с натягом, потому что 20-го бенда здесь все-таки нет. Классно, что здесь есть сразу в комплекте блок питания на 80 Вт, потому что в моем понимании вы платите 21 тысячу на сейлах, опять же 1 мая опять будет сейл, и получаете сразу блок за 2000, плюс получаете чехол, плюс получаете защитную пленку на экране. И вот эта политика глобалок у OnePlus, где у одних нет зарядки, у других есть, а ты очумеешь потом по их протоколу искать зарядку, это, конечно, расстраивает. В целом, если вы хотите приобщиться к OnePlus, это самая низшая модель, которую я могу советовать, потому что все эти лайты вызывают боль. 700 тысяч баллов в Antutu это уже неплохо, то есть вам его реально хватит на 2 года комфортного использования. Для потребления контента 800 люксов вам также хватит яркости экрана. 1400 люксов вам хватит на пике на ярком солнце. И в целом, чего здесь мне лично не хватает, это мини-джека или защита от влаги. Но с другой стороны, у вас еще и смарт с картой памяти. Так что резюмируя довольно просто. В диапазоне 21-23 тысячи рублей, если вы планируете сидеть на OnePlus, я его рекомендую. Если вы просто ищете в этом диапазоне смартфон, то я рекомендую Poco X6 Pro. Если вы хотите что-то дешевле, но не хуже с точки зрения юзабилити, это Poco X6. При том, что в Poco X6 у меня датчик приближения не глючил, у других блогеров глючил. То есть мы держим в уме, что датчик приближения может вас расстраивать. Ну и, разумеется, аналогичного вибра и оболочки за эти деньги вы больше ни у кого не найдете. Опять же, это мое субъективное мнение, кроме вот этих красавцев. И они могут быть чуть-чуть дешевле, но это все равно не OnePlus. Девайсу от меня, повторяюсь, да. Подписывайтесь на канал с колоколом, следите за распродажами, участвуйте в розыгрышах, приходите на прожарки. Помним, что еще у меня будет обзор одним кадром. На этот смартфон. Это когда я буду ходить в 4К 30 FPS на него снимать и про него рассказывать. Он меня приятно удивил. Если бы я его получил за 27 и ценник не упал до 21 тысячи рублей, то тогда бы я по-другому вам рассказывал и говорил, что за бред. Девайсу от меня однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.